Стало известно еще об одном случае жестокого обращения с украинцами, которые оказались в заключении на территории России или оккупированных территориях. Правозащитница Ольга Романова в своих социальных сетях рассказала о судьбе Ирины Навальной, которую российские власти обвиняют в попытке устроить теракт в ее родном Мариуполе. Подробнее в сюжете Нигины Бероевой. В этот день, 27 сентября 2022 года, родные Ирины последний раз увидели ее на свободе. Эти кадры потом будут показывать по российским пропагандистским СМИ, рапортуя: в Мариуполе была задержана террористка, которая пыталась устроить взрыв в последний день референдума. И силовики ДНР запишут на свой счет первое раскрытое уголовное дело по статье «Терроризм». Новоиспеченную преступницу зовут Ирина. 98-го года рождения, фамилия говорящая, Навальная. Дело раскрылось практически моментально, и доказательства нашлись сразу. В квартире у преступницы обнаружили символику запрещенных террористических организаций, флаги иностранных государств. Правоохранители, органы госбезопасности расследовали это дело. Следственный эксперимент и тут же признательные показания. Потом квартира моей мамы. Там лежала бомба. Там лежала бомба. После этого мы пошли, я так понимаю, в то место, где... Где я ее забрала. Чего приехали сюда на администрацию. А признаешь свою вину? Да. Я точно знаю, что моя дочь на такое не способна. У нее, она наша, она мамина, она бабушкина, дедушкина. Вот, поэтому она не настолько, наверное, сильна духом, чтобы пойти на какие-то такие вещи. Ну, возможно, так. Она больше ребенок, она мягкая, она ранимая, она творческая личность. У нее много проблем со здоровьем. Поэтому она, то, что все говорят, я уверена, что это неправда. Видно, что она очень испугана. Я понимаю, я вижу, что она говорит, это повторяя. Потому что, видимо, возможно, на нее давили. Невозможно, видно, что давили. На камеру следователям Ирина рассказывает, что ее завербовали, когда она ехала на автобусе в Мариуполь. Сказали заложить бомбу под районную администрацию города в последний день референдума и взорвать ее дистанционно. Обещали крупную сумму денег. Бдительный таксист заметил девушку и сообщил в полицию. Мы знаем и в России очень много таких случаев, когда искали под фонарем, когда арестовывались люди, которые там когда-то где-то проходили мимо, в то время как взорвалась там какая-нибудь тротиловая шашка в каком-нибудь пакете, просто потому, что надо кого-то арестовать. Это совершенно тот же самый почерк. Тут совершенно понятно, что Навальная. И плюс ко всему 24-летнего, фактически ребенка, легко очень выбить признательные показания. Я нахожусь на территории Украины. Бабушка, к которой она поехала, она находится в Мариуполе, нынешняя ДНР. Бабушка в течение месяца искала ее по всему Мариуполю, ездила по всем инстанциям. Ей не давали никакой информации. 26 октября, через месяц, мы только узнали, что она хотя бы жива. Никаких свиданий родственникам добиться так и не удалось. Адвокат, назначенный оккупированными властями, взял деньги и исчез. О судьбе Ирины удалось узнать от украинцев, которых удалось обменять. Из одного из этих обменов со мной связался источник и сказал о том, что он знает, что Ира жива, относительно здорова, что Ирочку, вот тот месяц, о котором мы не знаем, ее держали в КПЗ при Донецком СИЗО, и потом ее на 2 недели кинули в карантин. Карантин это называется камера с зечками, с женщинами, которые отбывают наказание, для того, чтобы ее научили правильно себя вести в тюрьме. После этого ее перевели в камеру к девочкам военным с нашей стороны. И к нашим девочкам она поступила достаточно в тяжелом состоянии, с черными гематомами, очень испуганная, у нее выпадают волосы. Девочка вся в черных гематомах, она видела, как девочку бьют все, в смысле, и она уходит побитая, приходит из допросов, и она
уходят, то есть ее бьют надзиратели, да, просто так, просто потому что она Навальная. Камера рассчитана на 10 человек. Девочек находится 21 в камере. Спят они по 2 человека на одной лавке. В камере очень холодно, там нет отопления, там разбитое, разрушенное окно. Сколько украинцев находится в тюрьмах на оккупированных территориях и в самой России, неизвестно. Российская сторона этих данных не дает. Правозащитники работают по заявлениям от родственников, информацию им сообщают из тюрем. Никакие обвинения этим заключенным не предъявляют. Мы до сих пор не знаем, сколько цивильных заручников, сколько гражданских пленных похищенных находятся в местах лишения свободы так называемых ДНР, ЛНР. Мы знаем, что из Херсонской области, Николаевской области были вывезены все заключенные в Россию, и среди них примерно 300-400 человек, которые были задержаны во время оккупации за поддержку Украины. Я могу вообще бесконечно перечислять фамилии и рассказывать о людях, которые похищены, им никаких обвинений не предъявлено, адвокатов к ним не допускают. И российские власти все в один голос говорят одно и то же: их там нет. И когда происходит очередной обмен военнопленных на вот таких вот гражданских лиц, мы узнаем новые и новые фамилии. Пока же родные Ирины Навальной ждут очередной весточки из донецких колоний и рассчитывают только на обмен. Я тоже очень рассчитываю на обмен, потому что я знаю, что та сторона, в Донецке, Иру забирали на допрос, в котором записывали интервью к нашему президенту, к Зеленскому, и где она просит, чтобы ее поменяли. Значит, у нас здесь тоже есть люди, в которых заинтересована та сторона. Я очень надеюсь на обмен.